Друзья, всем привет! В своих видео я неоднократно рассказывал про камеру видеонаблюдения и о том, как поставить все это дело у себя на даче, чтобы обезопаситься от воров, нежданных гостей и так далее. И сегодня я хочу продолжить тему охранки вот такой вот интересной покупочкой с AliExpress. Вещь стоила всего лишь 6 баксов, и я думаю, она стоит внимания. Итак, о чем все-таки речь? Речь пойдет вот о такой вот миниатюрной автономной сигнализации, которая работает от батареек и ставится на охрану двумя пультами. Поставляется вот в такой вот коробочке. Как видим, наша доблестная белорусская почта все это дело, как обычно, поломала. К сожалению, в последнее время много посылок переходят мятыми. Но внутри, слава богу, все осталось целое и даже работает. И что же у нас в коробке? В коробке у нас лежит вот такой вот сам блочок сигнализации. К нему два пульта дистанционного управления и вот такой вот подвес, на который можно все это дело потом повесить где-нибудь на стену. Ну и все. Как видим, пусто. Больше ничего нет. Итак, начнем с обзора самой коробочки. Что же нам обещает производитель? Производитель на коробке указывает, что это мини-сигнализация с двумя пультами управления удаленными, которая должна орать на 105 дБ, это мы, конечно же, проверим. И работает все это дело от пультика сюда непосредственно по инфракрасному порту. Здесь написано, что дальность ее действия и обнаружения до 8 метров и вешается на высоту до 2 метров. И вокруг себя она видит на 105 градусов. Это угол обзора самого датчика движения. Ну, в принципе, тут все. По самой сигнализации. Блочок, как вы видите, небольшой. Он примерно как два стандартных датчика движения по размеру. Сверху идет у нас инфракрасный порт, за который будет отвечать управление с пульта, датчик движения, сирена и два светодиода. Сбоку мы можем увидеть у него вход для блока питания. И здесь написано, что DC 6 вольт. Мы можем запитать все это дело не только от батареек, но и от блока питания. И если открыть крышечку, мы видим, что внутри у нас идет 4 батарейки размера 2А. Управляется все это дело вот таким вот миниатюрным пультом дистанционного управления. На нем всего лишь одна кнопка. Это поставить на охрану и она же снять с охраны. Здесь даже написано Arm Disarm. И есть светодиодик, который, наверное, будет моргать, когда мы будем ставить на охрану. Чтобы поставить с него батарейку, надо открутить эти вот два болтика. Батареечка внутри идет так называемая либо 2025, либо 2032 CR. Тоненькая большая таблетка размером с монету. И вот такой подвес, который, допустим, крепится на стену. И потом сюда вот так вот вешается сам датчик. В принципе, сделано все достаточно добротно и удачно. На первый взгляд, за такие деньги нареканий нет. Ну, а теперь давайте установим во все это дело батарейки и посмотрим, как оно работает. Напомню, в сам прибор батарейки ставятся просто сзади, открывается крышечка. В принципе, и все. А в пульты надо откручивать сзади два небольших винтика крестовой отверткой. И вот что мы видим внутри. Вот из чего состоит весь пультик. Это место для батарейки, светодиод, инфракрасный светодиод управления, кнопка, ну и сзади пару дорожек, наверное, мозги, чипик маленький. Берем батарейку CR2032 и сюда просто ее вставляем.
Вот, в принципе, и все. Собираем пульт в обратном порядке. Проверяем на камеру. Как видим, сработка есть. Подается какой-то очень большой, такой ярый вообще звук, очень громко. Если мы будем стоять на охрану издалека, мы явно это услышим. Ну что, а теперь проверим, как это дело работает. Итак, как же происходит алгоритм сработки? Когда мы ставим эту вещь на охрану, у нее загорается зеленый светодиод. Горит он примерно 5-10 секунд, что дает нам время выйти из комнаты, ну или из любого другого охраняемого помещения. Все, светодиод погас, и это говорит о том, что охрана уже работает. И если мы помашем тут рукой, он 3 раза или там 5 раз моргнет и очень сильно запищит, пока мы не выключим все это дело нашим пультиком. Вот так это работает. Итак, давайте замерим приложением шумомер, какой же шум все-таки издает это устройство. Ну и как видим, заявленных 105 дБ тут, конечно же, нет. Хотя орет он очень громко, поверьте, аж глушит. 90 тоже нормально. Вот такая вот интересная игрушка, дорогие друзья. Для охраны каких-то наших дачных помещений, какого-нибудь сарая, да или даже в доме где-нибудь повесить при входе в коридор. Или в гараже, да где угодно. Очень даже полезный девайс. Стоимость его смешная, напомню, купил я это дело за $6, где взял ссылку, оставлю в описании. Я обязательно повешу это где-нибудь на даче. Или в доме, или в сарае. И будет висеть, работать. Никаких данных оно никуда не отсылает, никакого GSM, GPS и мобильной связи здесь нету, там и Wi-Fi и подавно. Это всего лишь крикун. Но поверьте, орет он так громко, что когда хоть кто-нибудь попадет его в поле зрения, он будет мгновенно дезориентирован и просто убежит. А если еще закрыть светодиоды какой-нибудь черной изолентой, чтобы вообще не было видно, где он висит и откуда он орет, то до того, как сбить его палкой, вор изрядно понервничает. Да и соседи должны услышать. Вот такие пироги, дорогие друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Всем пока!